У Трусовой ничего не получается после ухода от Тутберидзе. Так крупно русская ракета не проигрывала никогда. Александра Трусова – величина в фигурном катании. И первый день этапа российского гран-при в Сочи это в очередной раз подтвердил. Саша ошиблась, не исполняла сложнейшие элементы и много проиграла лидеру, но ее форму, новый образ, программу и платье все равно обсуждали гораздо больше и оживленнее, чем победившую в короткой Аделию Петросян. 8 баллов в короткой программе – очень серьезное отставание для любой фигуристки, но только не для русской ракеты. Саша приучила фанатов к тому, что способна отыгрывать любые гандикапы. Но в Сочи ей этого не удалось. Ни одного чистого четверного прыжка, такого с Великой Трусовой не случалось уже очень давно. При всем уважении к фигуристкам, из первой разминки, самое интересное для широкого круга болельщиков началось после выступления первых 6 участниц. Второй в сильнейшей группе на лед выходила Софья Самоделкина, не сумевшая справиться с труднейшим контентом накануне. На этот раз юная воспитанница ЦСКА была безукоризненна. Софья не изменила себе и пошла на сложный набор прыжков. И четверной Сальхов, и каскад тройной Лупс, тройной Ридбергер оказались удачными. Причем было видно, что ученица Светланы Соколовской катается с запасом и может усложнять программу. В Kiss and Cry Самоделкина не сдерживала эмоций. Оценка 218,73 балла позволяла ей рассчитывать на место в топ-3. Софии Захаровой и Веронике Еметовой при хороших прокатах не хватило сложности, а вот поражение Александры Трусовой в соперничестве с Самоделкиной могло быть воспринято как сенсация. Однако Саша заявила лишь один четверной, и это не было кокетством. Заваленный четверной Лупс в начале программы так и остался единственным квадом. Имя, опыт и мастерство помогли Саше остаться в тройке, но это явно не то, на что надеется сама фигуристка и ее поклонники. Да, сезон только начинается. Да, Саше надо привыкнуть к новым программам и новому тренерскому штабу. Но вряд ли хоть у кого-то, кто видел Сашу в Сочи, не промелькнуло сомнение. А стоило ли ей уходить от Этери Тутберидзе? Справедливости ради, ученица Тутберидзе Аделия Петросян тоже не была идеальна. Но самый сложный набор прыжков оправдал себя. Ошибки на четверных тулупе и Ридбергере не помешали Аделии выиграть не только по сумме, но и в произвольной. Произошло это, в первую очередь, за счет чистого каскада из четверного тулупа и двойного акселя. Этери Георгиевна осталась недовольна выступлением своей спортсменки, но победа есть победа. Софью Самоделкину Петросян обошла на 20 с лишним баллов, а ее преимущество над Трусовой и вовсе превысило 30 баллов. Главное, чтобы такое сокрушительное поражение не стало для Саши психологическим ударом. Ведь так крупно Саша не проигрывала никогда. Новые программы Трусовой – это тактическая победа Соколовской. Из-за перехода в группу Светланы Соколовской-Трусовой пришлось менять обе постановки фактически прямо перед соревнованиями. В режиме цейтнота на свет появились две очень разные программы, которые могут сказать о фигуристке многое. Чем удивили постановки Никиты Михайлова и почему это действительно новая Александра Трусова? В постановке I Put a Spell on You Саша действительно выглядела ново и женственно, но сама композиция была настолько заезженной, что это портило впечатление от программы. Трусова перевоплотилась, но не привнесла чего-то абсолютно нового в эту музыку, чтобы можно было говорить об этой постановке как об уникальной. Хорошая интерпретация блюза – это неплохо, но это не шаг вперед и не революция. Короткая программа «Эйнси Бес Ла Вида» – это тот самый шаг вперед. Это новая музыка для фигурного катания, это то, что чувствует сама Саша, потому что она эту песню и предложила. Это вызов для нее как для фигуристки, настолько стремительных программ в ее карьере еще не было, и она уже практически справилась с ней. В короткой Трусова попала почти во все музыкальные акценты и практически выдержала бешеный темп музыки, несмотря на ошибку в каскаде. Возможно, и ошибка случилась, потому что этот каскад поставлен на ритмичную часть. Фигуристка спешила попасть в этот темп, и в какой-то момент тело вышло из-под контроля.
Но общее впечатление это не смазало. Наконец у Саши появилась соревновательная программа, после которой есть четкое ощущение, что она сливается с музыкой, а не просто повторяет вызубренные движения. Простой пример – ритмичное движение плечами на беговых как будто идет от самой Саши, а не от требования постановщика. И именно это в первую очередь делает постановку выигрышной. В произвольной программе тоже всего 3 недели, поэтому сложно делать какие-то выводы о хореографии, связках и композиции. Постановку под саундтрек к фильму «Нервы на пределе» зритель так и не увидел, так что и сравнивать ни с чем. Последние произвольные Саши были поставлены в первую очередь под квады. Пока набираешь скорость, чтобы приземлить четверной лутс, а затем еще несколько ультра-си, меньше всего думаешь о хореографических изысках. Дейенерис Таргариен, покоряющая 7 королевств и 5 четверных, злой рок в судьбе Ромео и Джульетты, модный показ Круэллы де Виль, на первый план всегда выходила задача прыгнуть как можно больше четверных. Здесь же задача была иной – сделать что-то более лиричное, драматическое, с концовкой на разрыв. Но пока есть лишь макет с несколькими интересными фишками вроде концовки с кантилевером. Каких-то креативных заходов на прыжки нет, потому что точный контент определяли перед соревнованиями. Видно, что есть какие-то пустые места, много катания на 2 ногах, программа еще сырая, да и когда бы ее успели накатать. Какие-то глобальные выводы можно будет делать на следующем этапе в Самаре. А лучше к чемпионату России, когда фигуристку будут выводить на пик формы. Но есть и плюсы. Аранжировка композиции напомнила ту, что у Трусовой была в показательном номере еще в «Ангелах» Плющенко. Помните Game of Survival, где фигуристка выходила на лед с черной тканью? Что-то музыкально похожее решили взять и в этот раз. При этом заложенный в песне смысл оставляет надежды на то, что постановка преобразится и может стать настоящей исповедью. Я верю, что умею летать, я верю, что могу потрогать небо, но разве может какая-то песня лучше описать историю русской ракеты? Жулин. У Трусовой лишний вес, программа пустоватая. Александр Жулин прокомментировал выступление фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи. 18-летняя Трусова набрала 208,55 баллов по итогам короткой и произвольной программ и заняла 3-е место, уступив Аделии Петросян и Софье Самоделкиной. Сложно сказать, вернется ли Трусова на прежний уровень. Для меня программа пустоватая по хореографии, очень много обычных перебежек. Не хочу никого обидеть, но Трусовой тяжело будет справляться с четверными, пока у нее лишний вес. Если несколько килограммов уйдет, ей станет гораздо легче кататься. Сложный момент – это девочки, они непредсказуемы. Думаю, характер у нее мощный, поэтому она вернется на прежний уровень. Хотелось бы на это надеяться, заявил Жулин.